Тао – путь вознесения. Зеркала бессознательного. Вся жизнь на Земле – это живая греза. Однако, большая часть жизни на Земле существует в бессознательной грезе. Жизнь при 2 единицах ДНК чрезвычайно ограничена и механизирована. Причина этого в том, что огромное количество жизненной грезы существует в бессознательном. При 2 единицах ДНК бессознательное захватывает более чем 80% жизненной грезы человека. В сущности, человеческая жизненная греза столь же фрагментирована, как и ДНК. А фрагментация, в свою очередь, создает в жизни человека так называемую ложную стабильность, то есть полное отсутствие изменений, или же в противовес этому, радикальные болезненные изменения за короткий промежуток времени. По этой причине, вся история человечества наполнена болезненными, радикальными переменами. Чтобы стимулировать какое-нибудь основное изменение, в данных условиях необходимо массовое восстание, поскольку текучесть для создания постепенного изменения, или плавного развития событий, была расколота, отделена, выделена, вымещена в бессознательное. В человеческой истории это приводило к одному восстанию за другим, с целью свергнуть руководство деспотического характера. Сейчас по всему миру начинают разворачиваться схожие драмы и травмы вследствие того, что людям крайне сложно менять самих себя. Также обстоит дело и на личном уровне. Некоторые люди изменяются довольно легко, так как их сознание достаточно динамично и обладает качеством текучести, вызывающей в течение жизни постоянные радикальные изменения. Однако большинство людей желает стабильности, или другими словами, ежедневной механизации собственной жизни, и поэтому некоторые люди совершенно не могут принять изменения в свою жизнь, даже когда изменения становятся предпосылкой для будущего вознесения. Почему? В настоящее время в человечестве отсутствует биологическое сознание, или информированность. Это значит, что человечество большую часть своей жизни проживает в бессознательном. Бессознательное составлено из множества отколотых частей своего «я», что является результатом многих падений человеческого сознания на всем протяжении человеческой истории. У людей с 2 цепочками ДНК существовало 36 параллельных жизней. В результате модификации в мировом поле Земли, это число было уменьшено до 24 планов. На каждом таком плане существует отдельное человеческое «я», которое выстраивает на нем свои взаимоотношения, захватывая при этом часть энергии жизненной грезы. После того, как в результате ядерных войн и лишения информации ложным вмешательством произошло истощение генетических материалов, возникло такое явление, как недостающие записи ДНК. По существу, в тех областях формы, где присутствует недостаток в записях ДНК, у каждого человека имеется от одного до множества пробоев, разрывов ДНК в энергетической решетке, переводящих грезу человека на бессознательные планы параллельных жизней. Это оставляет человеку только 20% грезы, которая будет выражена на физическом плане. Именно по этой причине людям тяжело охватывать изменения, ибо изменения требуют большой текучести, но таковая не может существовать в грезе, когда она настолько жестко и ограничена. Бессознательная, или неосознанная часть самого себя, стала таковым в результате многих падений вибраций предыдущих поколений человечества. Каждое понижение вибрации вызвало отделение части поля сознательных планов в бессознательные. Наше бессознательное – это тот темный угол, куда мы, а также наши предки, каждый раз отправляли то, чего не хотели видеть, чувствовать, принимать, замечать, все то, что приносило нам боль и страдания. Все это является нашей собственной тьмой, которая так или иначе преследует нас всегда, каждый раз, пока мы не решимся, с готовностью,
открыто взглянуть в глаза нашей собственной тьме. Каждый раз она смотрит на нас из-за зеркалья нашего бессознательного. Внешняя реальность – это отражение, или зеркало реальности внутренней. Физическая реальность третьей плотности – это отражение энергетических реалий, а также реалий более высоких мерностей. Наши ошибки, заблуждения, неспособности, провалы, отвержения, неприятие, все отвергаемое, все непонятое, непознанное хранится в нашем бессознательном, а затем повторно проявляется, как зеркала в наших жизненных обстоятельствах. Когда мы испытываем оскорбление, или подвергаемся насилию, унижению, жестокому обращению, особенно в детском возрасте, мы входим в страх, боль, отчаяние, подавленность, депрессию, или любые другие эмоции, пронзившие нас в тот момент. Эти эмоции часто загоняются глубоко внутрь, подавляются, и отсылаются в бессознательное, которое позже заставляет их отражаться обстоятельствами в нашей жизни, и теми людьми, кто окружает нас. Мы тоже можем притягивать в свою жизнь людей, чьи неизлеченные раны также отражаются и в нашем присутствии. Чаще всего мы не помним многие из наших эмоциональных ран, спрессованных в наше бессознательное, откуда далее они и разыгрываются в нашей жизни. Наша память заблокирована множеством механизмов, стереотипами, ложными представлениями и концепциями, навязанными нам в детстве институтами детских садов, школ, университетов, религиями, социумом, средствами массового потребления, отвлечения, отравления разума и тонких тел, развлечениями, телевидением, алкоголем, наркотиками, поеданием плоти. Вся жизнь человека, с детства до старости, это путь в забытие, путь в зазеркалье. Мы можем множество раз указывать пальцем на другого, утверждая, что не виноваты, тогда как, фактически, более чем вероятно, что у нас есть собственные бессознательные раны, которые мы не желаем исцелять. Беря ответственность за зеркала вокруг нас, мы обретаем возможность видеть наше бессознательное более ясным образом. Это способность сознания, ибо жизнь постоянно отражает нам назад наше собственное «я». Бессознательное – ничто иное, как многочисленные частицы отколовшихся фрагментов самого себя, знание о которых утрачено, и таким образом, они стали тьмой, они стали внушать страх. Процесс вознесения представляет собой воссоединение каждой частички самого себя, отколовшейся на протяжении 120 тысяч лет человеческой истории, и трех основных падения вибрации. Если мы возьмемся рассматривать жизнь, исходя из точки зрения, что не существует случайных обстоятельств, или несчастных случаев, и каждый человек не является жертвой, и что жизнь – это творение собственного производства, собственного творчества, то это даст нам много больше энергии, силы, чтобы изменить любые условия нашей жизни. Когда с нами что-то случается, нужно понимать, что это зеркало бессознательного – это есть результат всей нашей наследственной кармы, которая должна быть прочувствована, осознана, понята и преодолена через прощение. Но подобно детям, мы этого не знаем, и в целом, мы чувствуем себя бессильными и неответственными за те вещи, которые совершают по отношению к нам другие люди. Когда подобное происходит, мы переводим свое внимание на то, чтобы обвинять и указывать пальцем на других, предпочитая ставить себя в позицию жертвы, изгоя. Тогда как, по сути, мы совершили все эти вещи с другими, через наших предков. И все это находится в нашем бессознательном, и зеркало жизни отражает нам эти события в настоящем. Осознавая все это, мы начинаем понимать, что привносимая в нашу жизнь боль, унижение, оскорбление – это возможности, которые дают нам шанс исцелиться. Исцелиться не только нам самим, но и нашим предкам.
Что же требуется для того, чтобы менять свои жизненные реалии? Позиция формулируется примерно так: что во мне подавлено, не понято, отвергнуто, неосознанно, не отработано, что позволяет без моего сознательного участия привлекать в мою жизнь те или иные события, обстоятельства, болезнь, предательство, ложь, грубость, оскорбление, ненависть, жестокость, вражду, отвержение конкретных людей, вызывающих у меня чувство дискомфорта, но при этом являющихся лишь моим зеркальным отражением. Или же можно поставить вопрос иначе: что я подавляю в себе, что отвергаю, и тем самым не осознаю в себе, что препятствует осуществлению моих грез и желаний так, как хотел бы я. Если принимать во внимание, что в настоящее время мы представляем собой результат всех наших предков, ранее живших до нас, и что наши предки совершали все, что только можно себе представить, то наши раны предстанут в качестве больших возможностей для самоизучения, самоанализа, интроспекции, развития и освобождения от кармы. С вмещением каждого фрагмента, страх, удерживаемый в чьем-либо поле, растворяется вибрациями прощения, сострадания, единства и любви. Когда вмещено достаточно бессознательного, страх растворяется и приходит ощущение свободы. Будучи свободным, можно решиться на отказ от более ненужных отношений, или от места жительства, не способствующего дальнейшему вознесению, или от работы, в которой ничего не приносит радости. Каждый шаг свободы несет в жизни возносящегося человека большую радость, широту и освобождение. Когда, преодолевая страх, мы начинаем смотреть на наши собственные зеркала жизни, как на подсказки, мы получаем возможность доступа к нашему бессознательному плану, и только тогда мы в состоянии произвести внутреннее и внешнее изменения. Когда мы это понимаем, принимаем, наша жизнь становится большим, увлекательным, великолепным, грандиозным приключением, а все люди вокруг нас, без исключения, нашими любимыми друзьями и почитаемыми учителями. Вся жизнь на Земле – это зеркало, и когда вы несете изменения в свой внутренний пейзаж, зеркало изменяется, чтобы отразить внутренние изменения в вашем окружении. Поэтому нет потребности контролировать других. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благословляем вас на вашем пути восхождения.